Основные размеры вы увидели из блокнота. Сейчас займемся заготовкой этих 4 позиций. Это позиции каркаса, получается 580 миллиметров. У нас, если я не ошибаюсь, это высота передних ножек. 890 миллиметров это полозья эти или основания, задние ножки. Но там так непонятно, это по конструкции. 560 это сами поручни, длина их. 785 это высота спинки общая. Но там уже будем варьировать и смотреть, как что лучше нам будет подходить. Поэтому сейчас займемся заготовкой. Я отобрал то, что пилил более-менее адекватно и схоже по размерам. И сейчас будем пилить. Мы торцуем все доски. Ну, гвоздики от них никуда не деться, естественно. Это же, переработанный материал у нас. Но, тем не менее, неровные края мы все отмечаем. И сейчас с помощью лобзика, я даже не буду особо возвращаться, доставать циркулярку, просто уголок и лобзик. Это хорошо работает, только единственное проверить подошву. Все нормально. И поехали. Кстати, есть один интересный секрет пиления лобзиком ровных резов, делать лобзиком ровные резы, на него нельзя давить. Я это совсем недавно узнал. Оказывается, здесь не зря есть кнопка Hold. Его ставишь, зажимаешь Hold и просто ведешь вот здесь в основании, именно в основании, чтобы у тебя был какой-то рычаг и ось при регулировке там поворотов или что тебе нужно. И не давить на него. Когда ты давишь и зажимаешь скобу, ну кнопку, да, пуска, логично, что ты каким-то образом отклоняешь пилку либо вправо, либо влево, либо там назад-вперед давишь, и все равно какие-то перекосы. И в итоге с длинной пилкой, и в итоге получаются вот такие вот кривые резы. Вроде под 90 спилил, а рез кривой. Ну вот такой вот. На самом деле, да, совсем недавно узнал. То же самое сейчас проделаем с остальными и с другой стороны. То есть подготовим материал конкретно под пиловку на детали. Передние ножки готовы. Это у нас 580 миллиметров. Вычеркиваем. Следующее сделаем сейчас, наверное, давайте самые длинные, чтобы было проще. Это 890. Ну, условно, задние ножки по чертежу. То же самое, задние ноги готовы. Вычеркиваем 890. Осталось 560 и 785. Но опять же, возьмем что подлиннее, чтобы по материалу потом не потеряться. Это спинка. Я подготовлю уже эти 2 позиции без съемки, потому что бессмысленно, что подрезка это как бы, ну, ерунда, да? И вернемся уже, когда все у нас будет готово. Что, предварительно наши материалы готовы. Это у нас 4 перемычки. Ширина нашего кресла будет 500 мм. Подлокотники и подподлокотник, если так можно назвать. Короче, ситуация-то как укрепиться-то это вот будет вот так. Спинка, то есть каркас спинки 785 мм. Задние ноги 890 и передние ноги 580. Теперь нам нужно это все объединить. Сейчас уже начало 12 ночи, как бы нужно закончить сегодня хотя бы каркас, чтобы завтра утром быстро прийти нарезать досок для обшивки и все быстренько закончить. Ну, в целом каркас наш готов. Закрепил спинку довольно
Все четко. Сейчас сделаем перемычку, и все будет замечательно. Соответственно, клей и 3 самореза. 2 вот так и 2. Вот такая вот ерунда получается. Сейчас подготовим вот данную перемычку. Она, естественно, чуть-чуть меньше получается, потому что она была сделана под перемычку между задними ногами. Возможно, сделаем где-нибудь еще посередине одну, для усиления жесткости. Перемычки спинки у нас готовы. Раз, два. Все крепко, вообще надежно. Теперь приступим к гав-гав-гав, к закрепу. Как бы в самом чертеже там немного под вот таким углом он. Но, знаете, даже когда чашку поставить нельзя, но это отстой. Поэтому сделаем вот так. Не уверен, конечно, что будет удобно сидеть, но мы сейчас хотя бы одну прикрутим и попробуем что-нибудь кинем, присядем. Так что, сейчас, как и ранее, клей, саморезы, всему голова. Начинаем. Ну, в целом готово. Я закрепил. Закрепил, конечно, с горем пополам. Сейчас все вот эти вот отверстия зашпатлюю и буду заниматься распиловкой материала для зашивки. Мы заготовили наши рейки для обшивки, 5 сантиметров ширина. И сейчас мы зачистим полностью готовую уже шпатлевку, она высохла. И будем зашивать. Начинаем собирать. Вот первая стартовая. Начнем от края, точнее от середины, грубо говоря. И будем через вот такую планочку, как на предыдущей нашей самоделке, лавке. То есть, чтобы была проставочка. Вот так. Сейчас поставлю на таймлапс и будете видеть. Закончили обшив нашего кресла. Теперь осталось убрать все острые углы. Ну, убирать это, естественно, просто фрезер, кромочная фреза. Сейчас посмотрим, какая либо полукруглая, либо под скос просто. Поэтому лайкосик. Я считаю, что получилось изделие довольно-таки неплохое, учитывая, что материал это просто доски с поддонов. Это реально поддоны. Особенно вот эти, это были широкие пласти, березовые пласти из поддона, в начале которые я разбирал. В целом изготовление нашего кресла закончено.